Привет! Ты на канале Супер Арбалет, а я Василий, эксперт. И сегодня продолжаем наши выпуски про ошибки начинающих. Мы уже рассказали про ошибки, которые возникают в стойке, мы разобрали ошибки, которые возникают с левой рукой, с лучной рукой. У кого-то левая, у кого-то правая. Если вы с этим справились, то можем идти дальше. Это уже не совсем для начинающих, скажем так, для продолжающих. И сегодня разберем ошибки, связанные с положением головы и с прикладкой. Что может быть не так с головой? Мы сегодня рассматриваем ошибки, касающиеся лучной стрельбы, поймите правильно. Все, что может быть не так с головой, мы сегодня не будем рассматривать. Основными ошибками являются наклоны головы. Они, как правило, незаметны для стрелков. И здесь в чем минус? Положение головы связано с нашим ощущением равновесия. Поэтому, если голова у вас стоит немного не вертикально, то вы будете заваливать, соответственно, лук в эту сторону, если у вас голова так, в эту сторону, если у вас голова так. Вот, поэтому и это будет приводить к отрывам. И угол, он каждый раз у вас будет по-разному. Нужно разбираться, из-за чего возникают эти наклоны. Ну и дополнительными ошибками являются либо слишком такой серьезный взгляд из-под лобья, либо наоборот запрокидывание головы назад. Это меняет также уровень вашего взгляда, то, как вы видите ваши прицельные маркеры, неважно, что это у вас будет, мушка или это у вас там система целая прицельная. Если вы стреляете из традиционного лука, у вас это может быть наконечник, стрела, может быть, вы просто интуитивно стреляете. Рассмотрим причины, вызывающие эти отклонения. Вернемся к самому началу, когда мы с вами проверяли стойку, наше вертикальное положение, наши ноги, наши плечи, все, как мы делали, руки в стороны разводили, смотрели, чтобы уровень плеч. Теперь из этого положения нужно также и голову выставить. И здесь, смотрите, вот ваша вертикаль, как будто бы у вас вот здесь ровная ось проходит, и голова поворачивается только вокруг этой оси. В этой плоскости, если вы здесь то же самое. Вы просто поворачиваете голову в сторону мишени. Следите вот здесь за тем, чтобы не заглядывать за лук. Вот. Или бывает, люди натягивают лук, и голова начинает рефлекторно отклоняться назад. Вот эти вещи нужно из вашего выстрела убрать. Вы можете это делать с зеркалом, если у вас есть хорошее большое зеркало, можете это делать перед ним. Если нет, можете, как мы уже говорили, снимать. Если есть кто-то рядом, пусть он вам поможет, если нужно, поправить. Основное в этом минус в том, как мы уже говорили, если мы наклоняем голову, у вас ощущение линии горизонта также меняются, и вы незаметно для себя будете наклонять за головой и лук тоже. Это будет приводить к отрывам. Заваливаем лук влево, отрывы влево, заваливаем лук вправо, отрывы вправо. Если нет в этом устойчивости, вы никогда не добьетесь хорошей кучности. Это может приводить к нарушению устойчивости вашей стойки. Горизонт заваливается, вам кажется, что вы стоите неровно, тело под это подстраивается, и вы начинаете падать либо на пятки, либо валиться на носки. Теперь про наклоны вперед и отклонение назад. Здесь, опять же, равновесие, особенно когда мы голову отклоняем назад. Здесь опять возникает та ошибка, про которую мы говорили с корпусом. Корпус начинает следовать назад за головой. Опять у нас вылезает плечо, опять отклоняется здесь все назад, начинает левая рука болтаться, и опять же кучности вы не добьетесь. Плюс начинаете после выстрела заваливаться, на пятки заваливаться, назад проваливаться и так далее. Чрезмерный наклон головы вперед, опять же, мешает вам, если вы используете классическую прикладку, правильно располагать здесь руку, плюс челюсть уходит вверх, здесь появляется либо зазор, либо, что мы часто видим, необходимость задирать локоть тянущей руки высоко. Это неудобно, это сложно, это мешает вам делать хороший правильный выстрел. Вот. Плюс взгляд из-под лобья, что не всегда красиво. Как с этим бороться? Все очень легко. Вспомните, вы стреляете из лука, вы не занимаетесь какой-то там фигней в подворотне. Вы стрелки, гордитесь этим. И как только вы начинаете этим гордиться, голова сразу же становится в хорошее, правильное положение. Немного про прикладки.
Часто спрашивают, какая правильная. Ребят, правильные все. Есть просто много различных способов прикладываться. И даже без прикладки некоторые стреляют. У нас был отдельно ролик про способы прицеливания в традиционном луке. Мы там говорили, да, есть интуитивная стрельба. Она не требует прям какой-то жесткой, четкой прикладки. Там все на ощущениях. И чем больше ваш настрел, тем вы лучше. Но если мы используем любую прицельную технику стрельбы, нам важна прикладка нашей тянущей руки, которой мы стреляем, чтобы мы четко всегда понимали, где она в пространстве. Чем бы вы ни занимались, как бы вы ни стреляли, я рекомендую всегда начинать с классической техники и с классической прикладки вот здесь под подбородок. Ребят, отсюда потом сможете научиться стрелять любым другим способом. Но это вам позволит понять принцип стрельбы, на чем он основан. Более того, если вы собираетесь стрелять какие-то большие, длинные дистанции, то прикладка под челюсть реально вам с этим поможет. Помимо этого, какие у нас еще есть прикладки? Ну, вот сюда под скулу. Да? Здесь у нас тот же принцип. Здесь у нас жесткая челюсть, здесь все на костях. Здесь у нас тоже скула, здесь все на костях. Хороший, надежный ориентир. Да? Меньше я люблю прикладки вот здесь вот на уровне зубов. Когда люди там как-то через щеку говорят, я чувствую клык, я чувствую еще. Ну, вот так вот рукой, ребят, очень хорошо все чувствуется. Но если у нас здесь перчатка, если у нас здесь хороший плотный напалечник, чувствительность падает в разы. И начинается вот это все то выше, то ниже, то ближе, то дальше. Помимо этого здесь все подвижно, ребят. И хорошей, четкой прикладки здесь добиться гораздо сложнее. Подумайте, насколько вам это нужно. Вот еще, да, уголок рта некоторые используют как ориентир. Но, ребят, вот если вас прет стрельба, да, если прям все хорошо, вы настолько широко улыбаетесь, что у вас одна прикладка. А если вдруг стрельба не зашла, и вы такой грустный, напряженный, ну, другая прикладка. Ну, помните об этом, когда вот здесь к уголку рта прикладываетесь. Вот. Почему еще рекомендуем начинать с классической прикладки? Потому что если у вас достаточно большой лук, то классическая прикладка подразумевает у нас касание тетивой подбородка и кончика носа. 2 точки. Это позволит вам не только следить за вашей рукой, но и контролировать положение головы. Здесь вы исключаете повороты, потому что у вас есть кончик носа, и тетива будет то справа, то слева. Здесь вы исключаете отклонения, да, и наклоны. У вас подбородка касается, а носа нет, или наоборот. Здесь уже все сплющено, размазано, а до подбородка вы не дотянули. Привыкните к этому положению, привыкните к положению головы. Отсюда потом просто переместите руку в хорошее, удобное положение, которое вам нужно для того, чтобы хорошо и уверенно попадать. В принципе, все, что мы хотели сказать сегодня про ошибки, которые люди допускают. Положение головы, да, и немного слегка коснулись прикладок. С вами был Василий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока.